Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня приготовим идеальный торт «Птичье молоко». Это очень удачный и проверенный рецепт. Готовится легко, просто, быстро из самых простых и доступных ингредиентов. Даже если вы никогда не готовили подобную выпечку, у вас получится с первого раза. Итак, приступим к приготовлению. Начнем с приготовления бисквита. В миску вбиваем 3 яйца. Добавляем щепотку соли и взбиваем миксером около 4-5 минут в пышную пену. Масса должна хорошо увеличиться в объеме и посветлеть. В результате вот такая масса получилась. Далее я добавляю ванильный сахар по вкусу. Я добавила пол пакетика, вы же можете добавлять по вашему вкусу. Перемешиваем и теперь также постоянно взбиваем миксером, добавляем сахар. Всего я добавляю 150 граммов сахара. Я не советую сразу добавлять сахар, а добавляем его постепенно, постоянно взбивая миксером. Далее взбиваем массу около 5 минут, чтобы получилась светлая, пышная и довольно-таки густая яичная масса. В результате вот такая масса у меня получилась. Далее в чашу сито я насыпаю 120 грамм муки. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя и перемешиваю муку с разрыхлителем. Далее к жидким ингредиентам просеиваем муку с разрыхлителем, но делаем это постепенно, небольшими частями. Миксером на этом этапе ни в коем случае не пользуемся. Тесто аккуратно снизу вверх перемешиваем венчиком, лопаткой или ложкой. Делаем это очень аккуратно для того, чтобы яичная масса не опала и тесто сохранило свою пышность и воздушность. Как только все комочки муки разошлись, я перестаю вымешивать тесто. В результате вот такой консистенции оно получается. Далее добавляю 2 столовые ложки растительного масла без запаха. И также венчиком все очень аккуратно и тщательно перемешиваем до однородности. Далее добавляю 2 столовые ложки кипятка. И также все тщательно, но очень аккуратно перемешиваем до однородности. В результате вот такая масса у меня получилась. Обратите внимание на консистенцию. Если получилась масса более жидкая, добавьте немного больше муки, потому что мука бывает разная. Далее я подготовила форму для выпечки. Она у меня диаметром 23 сантиметра. Дно и бока я застелила пергаментом и смазала растительным маслом. Далее выливаю тесто в форму и отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Время выпекания примерно 25-30 минут. Готовность обязательно проверяем деревянной палочкой. И, внимание, первые 15-20 минут ни в коем случае не открывайте духовку, чтобы бисквит не опал. И в результате вот такой шикарный бисквит у меня получился. Он очень пышный, высокий, поднялся в несколько раз и получился просто идеальный. Снимаю форму и даю ему полностью остыть. Далее сразу же я готовлю форму, в которой я буду формировать торт. Я взяла кольцо от разъемной формы, в которой выпекала. Смазала бока растительным маслом и застелила пленкой, которую я вырезала из рукава для запекания. Далее я подготавливаю сироп для пропитки бисквита. Для этого в миску я отправляю 200 мл кипяченой холодной воды и выдавливаю в нее сок половины лимона. При желании можете добавить сахар, но я сахар не добавляю. У меня будет кисловатая пропитка, потому что сахара в рецепте и так достаточно, но это дело вкуса. Тем временем бисквит у меня остыл, я разрезаю его на 2 части. Еще раз обратите внимание, насколько пышный, воздушный, пористый получился бисквит. Великолепно пропекся, просто идеальный. И далее каждый корж я пропитываю лимонным сиропом. Один корж я помещаю на дно формы. Форму я немного разжала, чтобы она получилась у меня около 24 сантиметров, чтобы в последующем закрыть кремом корж по бокам. Далее я сразу же пропитала второй корж, заранее подготовила. И далее займемся приготовлением суфле. В миску отправляем 100 грамм сливочного масла мягкого, 100 грамм сгущенного молока. И теперь все хорошенько взбиваем миксером в пышную пену. Должен получиться пышный и воздушный масляный крем. На этом же этапе я добавляю пол пакетика ванильного сахара. Или же используйте ванильный сахар по вкусу. Еще раз все хорошенько взбиваю. В результате вот такой крем у меня получился.
И пока отставляем его в сторону, он нам позже пригодится. Далее в миску отправляю 5 белков яиц. Миска должна быть обязательно сухая, обезжиренная, и в белки не должно попасть ни капли желтка, иначе белки не взобьются. Будьте внимательны. Далее добавляю пол чайной ложки лимонной кислоты. Пока отставляю в сторону. Далее в сотейник я отправляю 200 грамм сахара, 150 миллилитров холодной воды и 8 грамм агар-агара. Агар-агар у меня 1200 единиц, то есть достаточно сильный. Все хорошенько перемешиваем до однородности и отправляю на огонь. На небольшом огне периодически помешивая, нагреваю массу и варим сахарный сироп. И одновременно, как сироп у нас варится, я сразу же начинаю взбивать белки. Венчики мы заранее помыли после крема и высушили их, то есть они также должны быть сухие, обезжиренные, так что будьте внимательны, чтобы белки у вас хорошо взбились. Тем временем я периодически помешиваю сахарный сироп, который у меня продолжает вариться, и одновременно я взбиваю миксером белки. Всего сироп у меня варился 8 минут. Все зависит в каждом конкретном случае. Нужно проверять по тому, насколько хорошо тянется нить. Вот видите, когда вы поднимаете ложку, получается такая длинная тонкая нить тянется. То есть сахарный сироп у нас готов. Обязательно проверяйте, чтобы вот так нить тянулась. И теперь прям горячий сироп тоненькой струйкой вливаю в белки и одновременно взбиваем миксером. Белки заварятся. Старайтесь не попадать сиропом на миксер, на венчики, для того, чтобы на вас не попали брызги. И продолжаю теперь хорошенько все взбивать примерно около 5 минут. Крем еще увеличится в объеме, получится вот такой пышный и воздушный. Вот видите? Он даже не стекает с миксера. И теперь в несколько заходов понемногу я добавляю масляный крем и на минимальной скорости миксера все перемешиваю до однородности. Добавляю оставшийся крем и еще раз все хорошенько перемешиваю. Перемешиваю примерно минуты 2. Взбивать не нужно, достаточно просто перемешать до однородности. И сразу же формируем торт, потому что крем очень быстро застынет. Агар-агар застывает при комнатной температуре. Поэтому я добавляю поверх первого коржа, который мы уже выложили в форму, половину крема. Поскольку я немного раскрыла разъемное кольцо, у меня диаметр примерно 24-24,5 сантиметра получился, и я вот прям закрываю бока бисквита и стараюсь крем, чтобы попал по бокам. Работаем очень быстро, потому что суфле схватывается прям моментально, и тянуть не нужно, поэтому очень важно заранее подготовить бисквиты, пропитать их, и очень важно подготовить форму, в которой вы будете формировать торт. Сверху выкладываю второй корж, который у нас также заранее пропитанный. Аккуратно выкладываю и сверху также выкладываю вторую оставшуюся половину суфле. Вот вы уже видите, можете наблюдать, как хорошо схватился крем суфле, поэтому продолжаем работать довольно-таки быстро, но аккуратно. Все тщательно разравниваем и отправляем в холодильник до полного застывания суфле. Суфле застынет очень быстро, я пока приготовлю тем временем шоколадную глазурь. Для этого я сделала водяную баню в кастрюльку, на дно я налила воду холодную, сверху установила миску. Миска не касается у меня воды, то есть это именно паровая баня, не водяная, а паровая баня. И теперь к 65 граммам горького шоколада, процент какао не менее 70%, я добавила 30 грамм сливочного масла. И теперь на небольшом огне растапливаем шоколад. Постоянно помешиваем. Как только шоколад приобрел вот такую консистенцию, снимаем с огня. Очень важно шоколад не перегреть, чтобы он не схватился комками. Тем временем у меня уже суфле сверху немного застыло, и я сразу же распределяю аккуратно лопаткой шоколад. Шоколад застывает достаточно быстро, особенно в контакте с холодным суфле, поэтому также на этом этапе нужно работать очень быстро, но аккуратно. Постарайтесь максимально ровно разровнять шоколад.
И опять же отправляю торт в холодильник до полного застывания. Шоколад должен полностью затвердеть. И после того, как у меня торт застыл, он постоял у меня в холодильнике ночь, но будет достаточно и в принципе 1 часа. Далее 30 грамм шоколада я поместила в пакет, в кондитерский мешочек или в обычный пакетик можно использовать. Опустила его в горячую, но не кипящую воду и даю ему немного подтаять. Тем временем я снимаю разъемное кольцо и пленку с торта. Мы видим, какой он красивый получился. Шоколад у меня растопился, я срезала кончик, очень-очень тоненький. И теперь произвольно делаем рисунки с шоколадом. Делается это очень легко, главное делайте очень маленький надрез на кондитерском мешке. И украшаем по собственному желанию, собственному вкусу. При желании данный шаг можно пропустить или же украсить так, как нравится вам. Это дело вкуса. Также вместо черного шоколада можно использовать белый. Но предупреждаю, что, судя по опыту, очень часто белый шоколад не очень хорошего качества, и его сложно растопить до однородности, он берется комками, и с ним немного сложнее работать. Поэтому я предпочитаю работать с горьким шоколадом. Но можете попробовать, если вы найдете хороший белый шоколад. Итак, я украсила торт сверху и отправляю в холодильник до полного застывания шоколада сверху. В результате вот такая красота у нас получается. И после того, как шоколад у меня сверху застыл, я также украшу торт клубникой. Но опять же, вы можете использовать для украшения все, что у вас есть. Я вот таким вот образом делаю надрезы на клубнике, не доходя до конца. И вот так вот раскрываем веером. Можно просто нарезать половинки клубнички сделать или использовать целую клубнику. И далее украшаем по собственному вкусу, так как вам нравится. Я вначале сверху выкладываю целые клубнички, а затем выкладываю уже и половинки клубничек, а также веер из клубничек, которые мы предварительно подготовили. Украсить можно чем угодно. В результате вот такая красота у нас получилась. Торт готов и можно подавать к столу. Торт получается довольно-таки большой, его диаметр около 24 сантиметров, высота 6 сантиметров. Торт очень большой и прекрасно подойдет для праздничного застолья, для большой семьи и для большого количества гостей. Торт большой, но при этом очень легкий. Очень вкусный, нежный, пропитанный бисквит в сочетании с суфле птичье молоко, а также с горьким шоколадом дает просто потрясающий результат. Очень вкусно, при этом готовится очень легко и просто. Так что нажмите лайк, иначе потеряете этот рецепт. От души всем рекомендую попробовать и всем спасибо за отзывы и комментарии.